Мои дорогие, здравствуйте! Это канал «После смерти сына», дневник мамы. И я, Екатерина Варади, создатель и ведущая этого канала. Сегодня я расскажу вам про 65-й день с того времени, как ушел мой младший сын Иван. И главной темой этого выпуска является тема «Как не сойти с ума после смерти ребенка». Но начну я с описания дня, потому что мне кажется, это важно. Дни бывают разные, и я именно для этого рассказываю о том, что у меня происходило. Может быть, вы сможете как-то применить это к себе. Утром, во-первых, вчера ночью я очень долго монтировала. Видео получилось длинное, я очень долго монтировала субтитры, очень долго видео не загружалось. В общем, спать я легла практически уже совсем утром, проснулась поздно. И потом день закрутился, у меня было несколько встреч, и я впервые за 1,5 года пошла к своему парикмахеру для того, чтобы постричь хвост и челку. Это у меня моя такая фирменная манера стрижки, я просто по-другому волосы не ношу, и мне так удобно. И вот здесь таилась такая сложность для меня, потому что это парикмахерская, вот куда мы ходим всей семьей, мы их знаем уже больше 25 лет. Я помню, как мы разговаривали о том, как вот Саша был маленький, мой старший сын, Саша сейчас 29, а у сына моей парикмахерши рождался внук, и вот там сын ее тоже работал, и мы все это обсуждали, потом появился Ваня, Ваня тоже ходил туда на стрижку, то есть они знали нас всех. И они вообще ничего не слышали о том, что Вани с нами больше нет. И поэтому сегодня я, так сказать, хлебнула, в том плане, что я пришла, меня спросили, как дела, я думаю, молчать я не буду, потому что мы все сюда ходим, рано или поздно кто-то скажет, и будет вообще по-дурацки, если я промолчу. Поэтому я говорю, учитывая того, что вот Вани с нами больше нет, дела так как бы ничего. Тут, вы знаете, они просто совершенно были вне себя, то есть они вообще не могли себе этого представить. Сын вот моей парикмахерши заплакал, она тоже еле-еле сдерживала слезы, и мне пришлось рассказать всю историю о том, как это все произошло. Облегчало ситуацию немножко, что они православные греки, то есть общий контекст религиозный у нас, общий контекст веры, хотя они не очень воцерковленные люди, но общий контекст веры у нас совпал. И я рассказала и об этом канале, и о том, как я справляюсь, то есть обо всем. И меня слушали заодно и посетители, и все очень сочувствовали, и поддерживали во всем, и рассказывали свои опыты, говорили, что действительно очень трудно пережить потерю, как хорошо, что что-то об этом говорит. Говорили о явлениях, там, как женщина рассказывала, что у нее умер муж, и она приехала на дачу, и был абсолютно безветренный день, она зашла в дом, потом вышла, и вдруг увидела, как на ее глазах качалка, на которой обычно качался муж, стала раскачиваться при абсолютном безветрии. Именно когда она туда посмотрела, она говорит, я чувствовала его присутствие, то есть это не как вот в фильмах ужасов, качалка качается под страшную музыку, и всем страшно. Нет, это было действительно ощущение тепла и присутствия, и несколько таких случаев в ее жизни тоже было. И знаете, на чем я себя поймала? На том, что я рассказываю историю Вани уже не так, как я это делала, скажем, неделю назад, когда я начинала этот блог. Потому что, помните, есть выпуск, я снова рассказываю, мой сын умер. Сейчас я рассказываю это с таким чувством, что мой сын рядом, что он буквально за моим плечом, он меня поддерживает, я чувствую его тепло, я чувствую его присутствие, его радость, его улыбку. То есть это не просто чувство, которое там какая-то экзальтированная дама себе придумала. Это действительно знание, которое во мне есть. Тут могут люди говорить что угодно, что я это придумываю, что это вообще какой-то маразм. Но я про себя, то есть мне не нужно не убеждать, не разубеждать. Когда человек что-то знает, он просто знает. Уже внешние какие-то доводы никакой роли здесь не играют.
И у меня не было желания заплакать. У меня, конечно, были отрицательные эмоции, когда я рассказывала про медицинские наши проблемы, про то, как врачи наплевательски относились очень часто к вопросам, к здоровью моего сына, к диагнозам моего сына. И как, в общем-то, как я считаю, что из-за них он умер, а не из-за своей болезни совершенно. Вот там мне было вот это вот, знаете, неприятное чувство, но, в принципе, я прошла через это спокойно, со спокойным сердцем, без желания повыть на Луну. Я совершенно делала акцент на другом. То есть я все время делала акцент на том, что он умер как чистый человек, как человек, готовый к смерти, и мы за него молимся. И ну, вот это вот обычная история, о которой я вам рассказывала. После чего я пошла на массаж. Массаж мне делает замечательная женщина, она слепая от рождения, Моника Майер. Она великолепная массажист. То есть просто, вы знаете, если вы считаете это рекламой, то есть это не реклама, потому что Моника ничего не знает о том, что я о ней рассказываю. Но, в принципе, это реклама по сути, потому что это первый человек. Я много ходила на массаж к разным массажистам, потому что, знаете, ну, я не любитель, но как бы ты понимаешь, что нужно поддерживать свое здоровье. Вот я ходила периодически на массажи и никогда не понимала, зачем это. То есть помассировали, я как была так, то мне там холодно было, то голова кружилась, то что. Вот после массажа Моники мне по всем фронтам становится легче. То есть у меня уменьшается головная боль, улучшается работа пищеварения, появляется легкость такая во всем теле. То есть вот чем больше хожу, тем больше я ощущаю облегчение. То есть это не длится там полчаса после массажа, это длится долго. И я хожу раз в неделю. Это практически единственное из того, что я себе позволяю, ну, кроме ногтей, в плане заботы о себе. Больше у меня, на больше у меня нет, честно говоря, ни времени, ни желания. И с Моникой мы сегодня, мало того, что мы с ней долго массировались, я выводила гулять ее собаку, поводыря Локи, которого страшно люблю. Потом я ее отвезла домой, и мы там еще сидели у нее дома, разговаривали где-то до часу ночи, потому что Моника действительно такая очередной подарок судьбы, который связан и с галереей, и с Ваней. Это приобретение совершенно родного человека, вот очередного друга, даже скорее ближе, чем друга, вот человека родного не по крови, а по духу. Она, ну, просто замечательный, вообще глубокий, интересный, с очень похожими взглядами на жизнь, как у меня, поэтому нам с ней особенно легко разговаривать. Ну и потом я поехала домой, и Моника живет достаточно далеко, в Чепеле. Ну, кто живет в Будапеште, те знают, что от центра Будапешта, и тем более от 12-го района, это достаточно далеко, где-то 30 минут ехать. Вдруг почувствовала, что мне хочется плакать. Вот. Причем даже не сугубо из-за Вани, а просто как-то вот мы разговаривали о том, что вот у нее были какие-то сложности в семье по поводу принятия того, что вот она слепая, и у нее были какие-то такие тяжелые ситуации с родственниками. Что-то я там рассказала. И какое-то было вот общее, знаете, сожаление, что люди не могут жить мирно, хорошо, с любовью часто, и сами страдают от этого. И заодно и Ваня тут примешался. И вот тут произошел момент, который я говорю, что вот блог мне помогает, потому что я тут же подумала, так, мне сейчас не надо ни в коем случае развозить вот это сопли и слезы, потому что мне нужно записывать выпуск. Времени уже много, пока я приду, пока я покормлю Джека, который наверняка без меня не ел, пока я подготовлю там освещение и так далее, вообще будет бог знает сколько времени. И я преодолела это и стала думать о видео, и раз все прошло, и опять ощущение присутствия Вани. И на этом мой день на самом деле закончился. Я хотела бы сейчас вот уже глобально подойти к этой теме о том, как не сойти с ума после смерти ребенка. Частично я какие-то вещи говорила. И я буду сейчас концентрироваться именно на периоде после ухода ребенка из жизни, потому что отдельные рекомендации у меня есть к людям, у которых ребенок болеет, они имеют какой-то страшный диагноз, это рождает чувство страха, чувство неуверенности, чувство одиночества. Там тоже есть свои способы, но я
сюда не хочу все вливать, потому что я понимаю, что будет разная аудитория. То есть те люди, у которых дети просто болеют, и у них еще есть все шансы выжить, они вряд ли будут смотреть вот это видео. Поэтому здесь я именно концентрируюсь на этой тяжелой ситуации, тяжелейшей ситуации для матери. Конечно, как я еще раз повторяю, я просто мама. Мало того, я верующий человек, поэтому часть моих рекомендаций напрямую не перекладываются на всех. Но я думаю, что их можно адаптировать. Ну, поэтому я скажу, что первое, что мне очень помогло после ухода Вани и в процессе его ухода, это, конечно, моя вера. Причем я сама этого не ожидала, что это настолько помогает. Это моя вера в то, что он был подготовлен к смерти, что он уходит готовым, чистым, и он совершенно явно пройдет все экзамены и попадет в хорошее место. Плюс была вера в то, что мы встретимся обязательно после того, как я тоже уйду туда. Придет время, а там нет, в том мире нет ни времени, ни болезни, как же это дословно, ни боли, ни смерти, ни воздыхания, что-то вот так вот в каноне за единоумершего. Естественно, когда надо, в голову не приходит. И пожалуй, это очень сильно давало мне ощущение, что все не зря, что у Господа есть какие-то определенные планы. Поэтому молитва для меня явилась спасением. То есть каждый день, когда я читаю канон за единоумершего, по сей день, даже если у меня плохое настроение, во время чтения этого канона это плохое настроение рассеивается. Это, безусловно, не относится... То есть вот если меня слушают неверующие люди, они скажут, ну, вот твой способ мне не подходит. Что я предлагаю? То есть я прекрасно понимаю, что вообще вера в Бога это от вас не зависит. Это зависит от двух сторон. От воли Бога и от вашей воли. Поэтому вряд ли вам удастся просто прийти и сказать, вот я теперь решила верить в Бога, потому что мне надо пережить смерть сына. Может быть и поможет, но может быть вы этого не захотите, или у вас не получится, или еще что-то. Мне кажется, можно адаптировать, можно просить Вселенную. Потому что почти все считают, что Вселенная все-таки вот как нечто такое разумное существует. Просить о том, чтобы вы встретились со своим ребенком. Придумать свою молитву, потому что пока я была неверующей, и у меня мама болела, я придумывала себе свои какие-то ритуалы и молитвы. Дальше, что мне очень помогло, это возможность работать с психологом. Причем у меня сеансов работы с психологом, наверное, за 65 дней было всего 2 или 3. Не нужно тратить на это безумные деньги, то есть достаточно раз в неделю, раз в 2 недели, раз в 3 недели, раз в месяц это делать, потому что все равно психолог вам задает какие-то вопросы, вы сами на них отвечаете, о них думаете, плюс вам даются какие-то рекомендации, которые вы дома исполняете. Поэтому работа с психологом – это, мне кажется, очень важная история, потому что там вы можете выговориться, не боясь потерять лицо, не боясь расстроить ваших близких и так далее. По рекомендации психолога я вам скажу, обязательно нужно выделять себе время и разрешать себе горевать. Какое-то время вы можете себе позволить поплакать и повыть, поплакать и повыть и попереживать, потому что иначе это будет разъедать и сжигать вас изнутри, и вы можете заболеть. Кроме этого, мне кажется, очень то, что у меня работает на 100%. Нужно занимать себя по максимуму. Причем занимать не теми видами деятельности, при которых вы можете, ну, например, там, убирать квартиру, и у вас голова-то при этом свободна, ну, у меня, по крайней мере, и не делать те вещи, которые вы хронически ненавидите. Вот я хронически ненавижу стоять на кухне. Вот если я бы стояла на кухне все это время, я бы, наверное, свихнулась точно. Делайте то, где вы можете отключиться. То есть это у всех по-разному. Кто-то бегает, кто-то делает зарядку. Вот я, например, вообще не по этой части, я учусь. Я записалась на курсы, такие серьезные, важные, профессиональные. Я участвую в этом онлайн-рисовании. Я веду занятия в художественном клубе. Я работаю в галерее. Я общаюсь с художниками. То есть я делаю так, чтобы мой день был максимально занят.
потому что в это время хочешь, ну, у нас голова одна, то есть где-то, конечно, остается вот на периферии сознания, что вот у меня там сына нет, ну, когда у вас есть вот человек, с которым вам нужно решить какой-то вопрос или задание, которое вам нужно выполнить, то совершенно точно у вас улучшится настроение, у вас появится какой-то стимул жить дальше. Что это будет? Безусловно, вы должны решить, ну, как по моему опыту я вижу, что, например, рисование очень помогает, об этом говорят все, даже те, кто совершенно не собирается становиться художником, и просто говорят, что пока рисуешь, ты не можешь ни о чем думать, потому что тебе настолько важно там, чтобы все получилось, что все цвета правильно наложить и так далее, что невозможно думать ни о чем. И я, как художник, вам об этом говорю совершенно ответственно, потому что я вроде бы рисовать умею, мне не надо так сильно задумываться о смешивании цветов, там, о композиции и так далее. И тем не менее, когда я рисую, я ни о чем не думаю. То есть для меня, конечно, рисование фаворит. Но я также понимаю, что для многих людей это может быть, я не знаю, вязание. Ну, опять же, если это не автоматом, потому что если вы автоматически вяжете бесконечный шарф, голова у вас будет при этом свободна. Это может быть, я не знаю, лепка из пластилина, потому что сейчас совершенно офигительные пластилины, из них можно слепить что угодно. Игрушки для детей, я не знаю, что хотите, картины из пластилина, шить, ходить на йогу, участвовать во всяких групповых занятиях, типа там цигун, тайчи, что сейчас известно, но не онлайн, а именно выходить в группу, знакомиться там с людьми. В идеале, конечно, найти такую группу, в которой люди собираются и обсуждают вот ситуацию, которая у них сложилась, вот могут говорить о своей утрате. Мне очень сильно помогает, я не знаю, насколько это для меня, только для меня характерно, но вообще я вот разговаривала со своей подругой-психологом, она подтвердила, что делать добро. Вот помните, я вам рассказывала о девочке, которая она сотрудница моей галереи, моя ученица, они у меня все любимые, как дети, вообще родные. И она мне, когда мы приехали из Фрайбурга, дала письмо с упаковкой сахара, и там вот было написано, по-моему, цитата какая-то, может быть, даже ее мысли, что тебе так плохо сейчас, потому что та любовь, которую ты должна была отдать Ване, она в тебе остается, тебе некуда ее, не на кого ее выплеснуть. Поэтому отдавай эту любовь другому, чтобы она тебя изнутри не сожгла. И вот эта мысль о том, что нужно творить добро, причем не просто творить добро, а во имя ушедшего ребенка, вот то, о чем я тоже говорила в одном из предыдущих выпусков, это не все равно, не просто творить добро во имя своего ребенка. У этого вообще другой посыл и совершенно другая энергетика. То есть вы будете получать облегчение от этого. У меня это, я говорю, работает 100%, потому что я вот веду этот канал, он у меня занимает очень много времени, очень много мыслей, мне заставляет учиться, потому что канал на Ютубе — это, оказывается, вообще целая наука. Я должна смотреть видео, я должна обдумывать, и это же не та деятельность, которая приносит деньги. То есть по ходу дела мне еще и работать надо, но я ни разу не сомневаюсь, вести ли мне этот канал или нет, потому что я знаю, что этот канал я делаю для людей, для того, чтобы помочь. И я делаю для Вани. И там в третьем месте я делаю это для себя, тоже, чтобы не сойти с ума. И это, ребята, это помогает 100%. Вот сегодня, когда я в парикмахерской рассказывала, я чувствовала Ваню рядом. Вот буквально прям тепло чувствовала. То же самое мы собираемся с мужем, уже, собственно, создали стипендию по помощи детям, которые не могут продолжить по причинам отсутствия материальных средств, обучения в университетах. Мы даем такую стипендию. Не многим людям, но тем не менее кому-то, да, потому что мы же не самые богатые люди мира. Я провожу уроки рисования, что, в общем-то, как вам сказать, да, мы берем за это деньги, но там я стараюсь действительно отдать людям так можно тепла и добра и поддержки, как это возможно. Это, в принципе, для меня нормальное состояние, потому что я это люблю делать, но сейчас я особенно усиленно это делаю в память о Ване. И это, ну, понятно, что вы же не сможете целый день рисовать. Вы не сможете целый день вязать или там, я не знаю, делать фигурки из пластилина или заниматься йогой. Поэтому у вас еще останется куча времени.
Вот я читаю. Я читаю легкие, светлые, добрые книги, которые меня выводят за пределы этой действительности. Есть люди, которые не очень уводятся за пределы этой действительности. Вот по типу, например, у меня муж много читал, но для него чтение вообще не является таким же, как для меня. Он скорее будет читать научно-популярную литературу, а не художественную. А для меня художественная литература – это мир сказки, куда я погружаюсь, и меня здесь, в общем, и нет. И если вы не можете читать такие книги, то читайте, какие можете, которые вас увлекают. Пусть это будет научно-популярные, психологические, что угодно. Главное, чтобы вам было интересно. Смотрите фильмы, которые вас захватывают. Желательно не тяжелые, а какие-то либо комедии. Потому что вот мы сегодня с Моникой смеялись просто по совершенно вроде дурацким поводам, но мы просто посмеялись столько, что мне кажется, что это пара лет дополнительных жизни нам обеспечено. Комедии, которые вам нравятся, посмейтесь, в этом нет ничего страшного. Ваши дети вас поймут. Ваши дети вас никогда не осудят, потому что они поймут, что это делаете ради своего душевного здоровья. Они вас очень любят и будут продолжать вас любить всегда. Поэтому не бойтесь этого и не бойтесь никакого осуждения. Вот честно вам сказать, я траур не ношу. Я сразу начала, как только приехала из Фрайбурга, еще до похорон я стала проводить занятия в своем художественном клубе, и я совершенно точно знаю, что были люди, которые меня осудили. Мне на это абсолютно наплевать. Вот честно вам скажу. Потому что каждый живет своей жизнью. Не судите, да не судимы будете. Я не осуждаю ни их, не осуждаю ни себя, и считаю, что каждый живет такую жизнь, какую он может. Вот для меня спасением является в данный момент участие в работе. Обучение. Я обожаю учиться, поэтому сейчас я учусь и в рисовании, и лепке, получаю дополнительные дипломы о дополнительном образовании для моего клуба, я учусь Ютубу, я учусь бирже, то есть я учусь немецкому, когда хватает времени. То есть я стараюсь, чтобы мозги вот лишними мыслями не занимались. И ложусь спать только в тот момент, когда я чувствую, что я уже реально не стою на ногах. То есть я тогда готовлю себе воду со льдом на ночь, потому что я всегда очень холодное люблю пить. И потом я читаю молитву. В молитве я окончательно, не читаю молитву, а молюсь и разговариваю с Ваней. И после этого я ложусь спать, и мне тогда легче засыпать. Да, с таблетками, с успокоительными, но тем не менее. Раньше я с ними спать не могла, у меня безумно болела голова. Сейчас я засыпаю легче и сплю лучше. Вот, пожалуй, это самые главные рекомендации. Еще очень важно, если у вас есть близкие, проговаривать с ними вашу утрату, обсудить, может быть, какое-то время найти. Вот мы с мужем, как правило, если говорим о Ване, то говорим, когда мы гуляем с Джеком. Мы с ним гуляем где-то минут по 40-50, сидим на скамеечке, и как-то я его целенаправленно вывожу на эту тему, потому что я понимаю, что каждому человеку нужно выговориться. И когда вы молчите в семье, это плохо, потому что каждый из вас, вы отдаляетесь друг от друга, во-первых, во-вторых, вы не можете высказать. А когда с друг другом делишься, ты утешаешь ближнего, он утешает тебя, и в общем всем становится легче. То есть об этом тоже мне сказал психолог. Поэтому, пожалуй, вот именно это все мне дает силы жить и дает, раз уж до 65-го дня я не свихнулась, вероятнее всего, по этой причине я свихнусь вряд ли. И, конечно, важная история – это если вы можете еще родить ребенка, то начать заниматься этим прямо сейчас, потому что малыш – это огромное счастье в семье, и по-любому оно не заменит вам ребенка, но оно поможет вам полностью восстановиться. Если вы не можете по какой-то причине или там не хотите рожать другого ребенка, потому что есть люди, которые говорят, нет, вот я не хочу, замены никакой, то собака, кошка, попугай заменит вам, не заменит вам ребенка, но однозначно займут вас и повысит вам настроение даже против вашего желания. То есть, собака не может не поднять настроение. Вот, кошка не может не поднять настроение, попугай тем более. И живут они подолгу. То есть, что я не советую, это заводить крыс или хомяков, потому что они живут по году, по два, и в том случае, если они не болеют. Они еще и болеют много. У нас были крысы. Слушайте, я врагу не пожелаю, потому что, несмотря на то, что, казалось бы, у нас был Джек, у нас при этом были крысы, которыми мы так не особо занимались именно из-за Джека, потому что он все время на них пытался напасть.
когда эти крысы умирали, кто от старости, кто от болезни, нас вышибало просто намертво. То есть мы там лили слезы, хоронили их в Дунае, и после смерти последней крысы я сказала: все, больше никогда в жизни ни одной крысы у нас не будет. Но опять же, это мой личный взгляд. Вы можете завести хоть кого, но мне кажется, вообще сама необходимость выйти гулять. Вот не хочется. Вот ты лежишь, тебе во время горя тебе вообще не хочется ничего делать, не хочется себя выковыривать из кровати, хочется лежать, чтобы все отстали. Это вообще, кстати, типичный признак депрессии, когда у вас нет сил с утра и ничего не хочется. Поэтому, а собака вас заставит выйти с собой погулять. Там кошка заставит себя покормить. Попугай там просто может укусить за ухо и тоже что-нибудь вам такое доброе скажет. То есть, ну, не захотите, улыбнетесь. И, безусловно, если вы чувствуете признаки приближающейся депрессии, а может быть, даже не надо этого ждать, а нужно просто пойти к психотерапевту и сказать, что вот вы сейчас потеряли сына и просите помощи. Многие люди боятся антидепрессантов, боятся успокоительных препаратов. Я думаю, что, наверное, этот страх обоснован, но по своему опыту я могу сказать, что у меня была клиническая депрессия после рождения первого сына старшего. Она длилась, ну, пока я сообразила, что это депрессия, прошло года 2, наверное. Потом выяснилось, что у меня такая, она уже цветет и пахнет, эта депрессия. И мне прописали и медикаментозные препараты, и психотерапию. И после того, как я полечилась, там попила их год-два. После этого я от них прекрасно отвыкла и перестала их пить. Сейчас, когда у Вани все стало, так сказать, не очень, я просто стала опять пить антидепрессанты, не сильные, а именно вот которые показаны в таких ситуациях. И мне действительно в этом плане легче жить. Я вам могу сказать, что при сильной депрессии, наверное, они не помогут. То есть все равно все решается в комплексе. Но мне кажется, что вот когда у вас происходят самые тяжелые потери в жизни, не стоит... Я вообще-то противник лекарств, чтобы вы понимали. Я лечусь гомеопатией в нормальной ситуации. И я до сих пор лечусь гомеопатией. Кстати, вот я могу порекомендовать именно ее тоже, потому что, вопреки расхожим представлениям о ней, она лечит не только физические симптомы, она лечит также психику. Один из основателей гомеопатии, ну, уже более поздний, не Самуэль Ганеман, а Келлер, говорил, что 2-3 препаратами можно вылечить 90% психических заболеваний у людей. И это действительно так. Я знаю, что когда у меня происходят определенные симптомы, то я принимаю гомеопатический препарат, который положен в этом плане. И я вам расскажу сейчас одну историю в связи с этим. К нам приходит женщина-помощница по хозяйству, совершенно замечательный человек, ну, просто я ее очень люблю. И у нее, ну, когда она работала у нас, у нее умер младший брат, которого она практически воспитала. То есть он был ей крайне близким. Она принимала настолько активное участие в его воспитании, что была ему второй мамой. И когда она к нам пришла, она была совершенно в невменяемом состоянии, она не могла спать ночью вообще, она все время плакала. То есть она страдала очень сильно. Не работать она не могла, потому что нужны были деньги. И я ей по симптомам, я уже давно лечу детей гомеопатией, поэтому я уже много чего знаю, плюс моя гомеопат меня учит, мне все время говорит, что я стану хорошим гомеопатом, поэтому, слушай, говорит, давай ты обучишься уже профессионально, и я тебе передам свою практику. Я говорю, нет, спасибо. Вот чего мне в жизни не хватало, так вот это еще ответственность за здоровье людей. Я буду просто каждый случай на себя примерять, нет, не могу. Но детей я лечу, и я знаю, какие препараты, когда даются, в каких случаях и так далее. Вот я этой женщине подобрала препарат, и на всякий случай дала еще, думаю, препарат, который дается при потерях чаще всего. Поэтому я его раньше не испытывала. То есть я только читала о том, что он помогает. Я ей дала вот эти шарики, отсыпала аптечные, и дала ей на всякий случай обычные успокоительные препараты. Думаю, ну, кто его знает, от гомеопатии поможет, не поможет. Вот эти успокоительные уж ее усыпят, по крайней мере. Дала, и она приходит ко мне на следующей неделе, вообще другой человек, совершенно уже выспавшаяся, относительно довольная, то есть, ну, недавно прошла потеря, но она уже в хорошем настроении. И говорит, Катя, спасибо вам большое, как же мне помогли ваши лекарства? Я была абсолютно уверена, что ей помогло лекарство обычное, успокоительное. И говорю, что таблетки, что ли? Она говорит, нет, таблетки я даже не пила, вот эти шарики. Слушайте, я выпила их, я знала, что у меня умер брат. Я, в общем-то, в целом по нему горевала. Но вот эта острота, она ушла. Она
она как-то растворилась. Я легла, я спокойно заснула. Я могу теперь есть, пить, спать. У меня нет вот этого ощущения безумного горя. Я обалдела сама. Вот честно вам сказать, просто обалдела. И с тех пор я с Ваней я не раз, и, кстати, до Вани тоже был ковид же, и многие люди умирали, то есть, кого я знаю, у нас несколько умерших есть, и я членам их семьи давала эти препараты, там они тоже помогали. Есть 2-3 препарата, которые подходят в зависимости от того, какое у вас состояние, там легче вам от утешения, тяжелее вам от утешения, но одного визита к гомеопату, честно вам сказать, эта история точно стоит, потому что от потерь гомеопатия работает великолепно, так же, как от многих других психических именно симптомов. Вот. Да, и, кстати, знаете, я еще читала мнение священника такого, который говорит, что вот все считают, что надо пить успокоительные препараты, он, кстати, тоже потерял сына, а я не пил, потому что я считаю, что я должен прожить мое горе, я не хочу ослаблять горе по сыну, я хочу его прожить целиком и полностью, и прочувствовать, и потом его перегоревать и жить дальше. Вы знаете, он, наверное, очень сильный человек. Я себе этого не представляю. Я не могу сказать, что я с ним не согласна. Тут каждый человек решает действительно за себя. Но я вам честно скажу, принятие успокоительных препаратов вообще никак не уменьшает горевание. Оно просто немножко позволяет вам выдохнуть и поспать, если вы спать не можете. И делает вас немножко более вменяемым человеком. Ощущение потери у вас не проходит. То есть вы точно так же проживаете гибель своего ребенка, как без них. Поэтому я здесь, вот в этом случае, я считаю, что не грех попить успокоительные препараты. И я имею в виду не валерьянку, а более что-то серьезное. Потому что на меня валерьянка в этом плане не действует. То есть я уже, видимо, прошла вот этот порог, с моими 1,5-годовалыми мучениями с Ваней. Было страхов очень много, было очень много переживаний. Тут какая валерьянка? Тут... И главное, пить я не могу, кстати, алкоголь я, может быть, в небольших количествах бы тоже могла порекомендовать, там, 50 грамм коньяка, потому что коньяк очень хорошо успокаивает. Но вот, например, я не могу, у меня начинаются безумные головные боли от любого количества алкоголя. Причем я совершенно не являюсь принципиальным противником алкоголя, там, хорошего вина. Не в смысле пить, напиваться, а иногда что-то выпить. Но вот я просто не могу этого делать, поэтому вот эта возможность снятия стресса для меня, к сожалению, закрыта. Но, кстати, что я вам могу сказать, что был период, когда я еще могла пить, и по тому периоду я заметила, что стресс на самом деле не снимается алкоголем. Он на какое-то время немножко притупляется у кого-то, а у кого-то он, наоборот, обостряется. Поэтому, пожалуй, я все-таки алкоголь, наверное, бы не рекомендовала. И еще последнее, что я бы сказала, что если у вас нет сил совсем там, вставать с кровати, чего-то делать. Вот, например, я не делаю зарядку нахальным образом, хотя потолстела во время всего этого и на фоне стресса не худею, хотя ем очень мало. Просто делайте себе какие-то ритуалы. Причем сделайте эти ритуалы ради своего ребенка. Вот ритуалы, например, за какой-то легкой зарядки в гимнастике. В кровати, извините, когда вы лежите. Там по минуте размять уши, потому что это очень сильно дает энергию, потому что там очень много акупунктурных точек, поэтому просто если вы будете разминать и дергать вот уши вот так вот, таким образом, то 1 минута этого всего лишь, она даст вам прилив сил, хоть какой-то. То есть делайте просто, есть тибетская гимнастика, которая делается тоже лежа. Она совершенно не напряжная, ее можно сделать в любом времени, в любом возрасте, она помогает вам и проснуться, и как-то по-другому взглянуть на мир. Можно сделать массаж лица, там, я не знаю, холодное умывание женщинам, там, что угодно. Но сделайте себе именно такой ритуал, пусть он не будет длинным, пусть он не будет там на 1,5 часа, а на 5 минут. Но эти 5 минут вы будете делать ради своего ребенка, и они вам будут позволять просыпаться. И можно такие же ритуалы делать перед сном. Вот, как вы будете разговаривать с ребенком, рассказывать о том, как у вас прошел день, представлять, что он где-то там вас слышит. То есть давать себе такие позитивные эмоции. И когда вам хочется поплакать, вы поплачьте, но не расстраивайте себя, как я говорила, вот эти мысли, которые приходят, и вот ты начинаешь сам себя разрушать этими мыслями, а что бы было, если бы он был остался жив, он женился, у него родились дети, и вот это были мои внуки, которых я теперь никогда не увижу, я бедная, несчастная, и как же я буду жить без моего ребенка, и все, ты уже воешь, не прекращая, и на следующий день я, например, абсолютно разбитая после такого просыпаюсь и продолжаю выйти на следующий день, то есть так это у меня растягивается. Если же ты просто подумал, чуть-чуть поплакал, помолился и вроде как и горе выдал, это лучше.
Вот, подводим итоги. Что самое главное, чтобы не сойти с ума? Себя занимать максимально разной деятельностью. Делать какие-то ритуалы именно во имя своего ребенка. Делать добрые дела во имя своего ребенка. Не изолироваться от людей, стараться, наоборот, познакомиться с большим количеством людей, пообщаться, найти себе какие-то интересные занятия, дать себе разрешение поплакать и погоревать, но не слишком, и не молчать с семьей, пытаться обсуждать, говорить об этом хоть понемножку с семьей, чтобы это не стало стеной, которая вас разделяет, и чтобы это горе не закаменело, потому что вот я рассказывала вам о таких случаях, мне писали люди о том, как они потеряли своих близких много лет назад, и именно потому, что семья молчала, они не могли никогда проговорить это горе, его отпустить. Просто не были в состоянии, годами, десятилетиями жили в состоянии вот этого горя. Его нужно, вот я как себе представляю, что горе это как, знаете, такой ледяной панцирь вокруг нас. И его невозможно с одного удара разбить. Но такие, знаете, капли камень точит, небольшие ударчики каждый день с разных сторон, они заставят этот ледяной панцирь потрескаться. И вот это, пожалуй, самый главный лейтмотив вашего видео. Я очень тоже советую вам не говорить, что у вас ребенок умер, а говорить, что он ушел, и прям себя исправлять. Ничего страшного, если вы ошибаетесь, вы говорите, что исправлять. Заниматься с психологом, если вы можете. Есть в каждой стране, мне кажется, бесплатные психологи, хотя бы туда пойти, если нет возможности материальной. Пробовать находить, если есть, может быть, при церкви или вообще где-то какие-то вот такие вот группы, в которых вы можете это проговорить. Ну и, конечно, для меня это самое главное, это вера и молитва. Либо замещающее, так сказать, молитву некое действо. Я в завершении этого видео хотела бы спросить вас, может быть, у вас есть какие-то способы переживания потери или переживания вот какого-то вот такого страха, ужаса, связанного со смертью. Не обязательно ребенка, любого близкого. Я бы очень хотела, чтобы вы ими поделились в комментариях, потому что, причем не в личной почте по возможности, вы можете там не говорить какие-то очень личные моменты. Но знаете, почему в комментариях? Потому что другие люди тоже смогут это увидеть, это поможет кому-то и заодно может помочь мне. Ну, если вы совсем не можете в комментариях, то, конечно, в личной почте, по телефону, пожалуйста, я открыта для любого контакта, потому что я понимаю, что, собственно, для этого я и делаю этот канал. И на этом, мои дорогие, я вас всех обнимаю. Я вам желаю даже не думать о том, чтобы сходить с ума, потому что ваш ум вам пригодится для того, чтобы сотворить много-много добрых, светлых дел во имя вашего ребенка, чтобы имя вашего ребенка было увековечено добром, а не мыслями о каком-то там ужасе, о сумасшествии, горе. И ваш ребенок, он совершенно точно на небесах. Ваш ребенок вас любит, ваш ребенок вас ждет, и вам нужно прожить жизнь, достойную его. Радоваться. Ваш ребенок точно не хочет, чтобы вы себя похоронили в трауре. Он хочет, чтобы вы жили, радовались жизнью. Вы знаете, у меня еще вот 2 крестика. У меня один крестик мой, а второй крестик, который всегда был на Ване. Мы его похоронили, в другом крестике его принес батюшка, в таком деревянном простом. А его крестик и иконку такую от мощей Николая Угодника я ношу на себе. Вот его часть всегда на мне, и я за него тоже радуюсь и веселюсь, и проживаю жизнь. Огромное вам спасибо за то, что вы меня послушали. Я очень надеюсь, что мое видео кому-то помогло. Жду ваших комментариев. Обнимаю всех. Люблю. Желаю, чтобы все у вас было хорошо. Спокойной вам ночи, кто ложится спать. Хороших снов и хорошего, благотворного, светлого дня для тех, кто только день начинает. Пока.